Еще несколько лет назад главные мировые премьеры автомобилей проходили в США. Именно там производители показывали свои свежие модели и запускали их в продажу первыми. Но сегодня вектор изменился, центр внимания переместился в Китай. Вспомним хотя бы Tesla с обновленной Model Y или последние новинки от Honda и Mazda. Все это сначала увидели именно в Китае. И это вполне логично. Китайский авторынок сейчас на подъеме. Здесь активно растет спрос, технологии стремительно развиваются, а уровень комфорта и качества уже не уступает традиционным игрокам, еще и цена более приятная. Так что совершенно логично, что мировая премьера нового, уже 8-го поколения седана Lexus ES состоялась именно в Шанхае, а не где-нибудь в Нью-Йорке, Детройте или Токио. И это уже не исключение, а новая действительность. Китай стал новой сценой для автомобильных звезд, и эта тенденция, похоже, только набирает обороты. Lexus ES – это настоящий ветеран в мире премиальных седанов. Его первое поколение появилось еще в далеком 1989 году, и с тех пор он оставался сердцем бренда. Но сейчас нас ждет что-то совершенно новое. Совершенно новый ES – это уже не просто комфортный седан, а целая эволюция. И самое интересное – теперь он будет не только с гибридом, но и полностью электрическим. Пропорции нового Lexus изменились. Теперь это уже не просто седан, а почти фастбэк. Силуэт стал подтянутым, более динамичным и даже немного агрессивным. Автомобиль вырос по всем направлениям. Длина увеличилась на 165 мм и теперь составляет солидные 5140 мм. Колесная база растянулась до 2950, плюс 80 мм, а ширина прибавила еще 55 мм, теперь это 1920. Высота тоже немного выросла на 110 мм до 1555, а в полностью электрической версии даже до 1560 мм. Что это значит на практике? Во-первых, смотрится авто теперь гораздо солиднее и эффектнее на дороге. А во-вторых, в салоне стало еще больше простора для пассажиров и вещей. А что с дизайном? Lexus кардинально переосмыслил его, придерживаясь новой философии бренда, обеспечивая гладкий и элегантный вид как внутри, так и снаружи. Передняя часть автомобиля получила выразительную форму веретенообразной решетки, простирающейся от капота до краев бампера. Взгляд сразу приковывает фирменную световую подпись в форме двойной L и радиаторной решетки, которая зависит от типа силовой установки. В гибридной версии под логотипом предусмотрено отверстие для охлаждения, тогда как в электрической передний сегмент полностью закрыт, создавая гладкий и монолитный вид. Профиль авто отличается сочетанием плоских, но одновременно скульптурных поверхностей, придающих динамику. Многоспецевые литые диски большого диаметра подчеркивают обновленный вид, придавая седану более премиальный и уверенный вид. А сзади сплошная светодиодная линия с подсвеченным логотипом Lexus завершает образ нового ES. Новый Lexus ES получил четко структурированную электрифицированную линейку, охватывающую сразу несколько вариантов. Гибридные версии представлены моделями 300h с мощностью 201 силу и более динамичным 350h, который выдает 247 сил. Обе модификации базируются на 2,5-литровом четырехцилиндровом двигателе, а выбрать можно как передний, так и полный привод. Работают они в паре с усовершенствованным вариатором. Особое внимание уделили трансмиссии. Ее перенастроили, чтобы сделать езду еще более плавной, эффективной и чувствительной к водительским действиям. К тому же улучшили батарею и обновили логику управления силовой установкой, что сделало гибридные версии еще экономичнее. Впервые ES доступен сразу в двух полностью электрических версиях. Базовый электроседан 350i имеет передний привод, мощность 224 силы и разгоняется до сотни за 8,9 секунды. Его запас хода достигает 480 км, правда по китайскому стандарту. А для тех, кто хочет больше динамики, есть более мощная полноприводная версия ES500.
Она оснащена двумя электромоторами по одному на каждой оси, выдает 343 силы и набирает 100 км в час всего за 5,9 секунды. А запас хода будет составлять до 610 км и также по китайскому стандарту, так что в реальных условиях эксплуатации он будет меньше. Впрочем, производитель пока не раскрывает подробностей о емкости аккумуляторов и скорости зарядки. Новый премиум-седан построен на усовершенствованной платформе Lexus Global Architecture K, адаптированной как для подзаряжаемых гибридов, так и для электрических силовых установок. Спереди установлены стойки Макферсон, а сзади впервые для ES применяется многорычажная подвеска. Особое внимание уделено комфорту. Доработаны втулки рычагов подвески, что позволило добиться более мягкого хода и улучшенного баланса на дороге, заявляет производитель. Рулевое управление в седане с рейкой переменного передаточного числа. Это значит, что на скорости машина рулится четко и уверенно, как по рельсам, а в поворотах руль отзывчивый и легкий. И при этом на низкой скорости ты легко маневрируешь, без лишних усилий. А интеллектуальная система полного привода Direct4 регулирует распределение крутящего момента между двумя осями в реальном времени, улучшая сцепление и общую производительность. Интерьер Lexus стал просторнее благодаря удлиненной колесной базе, и на 77 мм до 1102 мм увеличено пространство между передними и задними сиденьями. Особенно круто здесь то, что подумали о комфорте по полной. Задние сиденья регулируются так, что можно настроить их как хочешь. Для правого заднего пассажира даже сделали подставку для ног. Идеальный вариант для дальних поездок. А еще пассажирское сиденье спереди легко откидывается, чтобы освободить дополнительное место в салоне. В новом ES центральное место на приборной панели занимает 12,3-дюймовый цифровой дисплей, а мультимедийный экран в базе – уже солидный 14-дюймовый дисплей с крутой графикой и отзывчивым интерфейсом. А в более прокачанных версиях – сдвоенный экран, где объединены главный центральный дисплей и отдельный экран для пассажира. Она поддерживает навигацию, приложение Lexus Link и беспроводное обновление программного обеспечения. В электрических версиях система автоматически прокладывает маршрут с учетом зарядных станций и в режиме реального времени отображает остаток хода. В некоторых комплектациях предусмотрен отдельный экран переднего пассажира. Вместо традиционного логотипа на руле элегантная надпись Lexus. Интерьер украшает современная отделка из натурального бамбука. Внимание привлекают сенсорные кнопки на руле и под центральным экраном. В выключенном состоянии они незаметны, скрыты под обшивкой панели. При включении автомобиля подсвечивается и становится видимой. Несмотря на гладкую поверхность, переключатели обеспечивают приятную тактильную отдачу. Атмосферу в салоне дополняют фирменная контурная подсветка и премиальная аудиосистема Mark Levinson. ES получил обновленный комплекс Lexus Safety System Plus, еще ближе подводящий марку к цели нулевой аварийности. Среди ключевых новшеств – адаптивный круиз-контроль теперь использует данные карт для плавного замедления перед круговыми развязками и поворотами. Система предаварийной безопасности расширена, она теперь распознает больше сценариев, включая электросамокаты. Камера мониторинга водителя впервые установлена на премиум-седане и отслеживает признаки усталости и использования телефона. При потере концентрации подаются сигналы, а при отсутствии реакции авто может остановиться с включением аварийки. Контроль слепых зон научился замечать велосипеды и мотоциклы рядом, а датчики теперь отслеживают объекты вдоль дороги, включая столбы и барьеры. Новая адаптивная система дальнего света обеспечивает более точное вертикальное и горизонтальное управление освещением, повышая видимость знаков и помех. Старт продаж 8-го поколения Lexus ES намечен на весну 2026 года. Точные технические характеристики и цены будут объявлены ближе к дате запуска. Впрочем, учитывая увеличенные габариты и расширенное оснащение, можно ожидать, что новый ES будет стоить дороже текущей модели, которая сейчас предлагается ориентировочно от $43 тысяч за базовую версию. В целом, японский бренд продолжает курс на электрификацию, однако делает это без резких технологических скачков.
Акцент смещен в сторону постепенной эволюции дизайна и формата моделей. Если наш обзор вам понравился, ставьте лайки и делитесь мнением в комментариях. В мире автомобилей всегда что-то новое, и мы готовы делиться с вами самыми свежими новинками. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ничего интересного. Желаем удачи на дорогах и безопасных путешествий.